Очередной необычный дом. Сегодняшние дома настолько необычные, что их в Москве построили всего 2. Круглый дом. 1 и 2. Про эти дома ходят самые разные легенды, которые периодически опровергаются. Самая известная легенда, что таких домов хотели построить 5 к Олимпиаде в виде колец, и человек, стоя где-нибудь в районе Поклонной горы, должен был их видеть издали, потому что диаметр кольца каждого дома 155 метров. Но это просто красивая теория, растиражированная средствами массовой информации. Такой проект даже по некоторым данным был представлен на конкурс к Олимпиаде, но не выиграл его. Так, почему же это не соответствует действительности? Во-первых, 2 построенных дома, уж очень далеко друг от друга расположены. Во-вторых, дом на улице Довженко расположен посередине между 2 озер и железной дорогой. То есть поставить дома рядом с домом на Довженко просто невозможно. А что же было в реальности? Проектировщики искали способ создать архитектурную доминанту района, а также как-то разнообразить районы типовой застройки. Потому что, когда мы видим картину среднестатистического района, прямые, простые линии, то это неинтересно и скучно. А еще это была попытка воссоздать старый советский живой двор, чтобы все со всеми дружили, вместе в этом дворе гуляли и так далее. Жителям планировалось предоставить всю инфраструктуру в шаговой доступности в самом же доме. Поэтому на первых этажах было сразу все: магазины, почта, сберкасса, прачечная, аптека, библиотека. И сейчас там много что из этого есть. Но если все так хорошо, то почему тогда их так мало, всего 2? А потому что, во-первых, экспериментальное все всегда более дорогое в строительстве, хоть и делалось из типовых панелей, но это был индивидуальный проект с кучей доработок. И во-вторых, все индивидуальное более дорогое в обслуживании. То есть хотели бюджетные доминанты, а получили сложные и дорогие дома. Сначала, как обычно, о конструктиве. Наверное, все уже догадались, что сами панели здесь прямые. Вот на фотографии строительства дома хорошо видно, панели лежат абсолютно прямые. А вот эта круглая форма дома достигается за счет установки этих самых прямых панелей под углом, небольшим, не превышающим 6 градусов, потому что это допустимое отклонение по строительным нормам. И во внутренних помещениях поэтому получилась форма трапеции. Это практически незаметно взглядом, но это есть. Сами панели типовые из серии 1.515-9М. В ролике про эту серию подробно разбирается ее конструктив, в котором несущие стены далеко не все, и вот тут снова видно, что несущие стены внешние и продольная внутри. Их сначала ставят, а потом уже доставляют не несущие перегородки. Итак, минусы и плюсы дома. Давайте начнем с минусов. С точки зрения строителей минусы уже понятны, дорого и в самом строительстве, и в обслуживании как экспериментального. А что с точки зрения жителей? Дом неожиданно оказался не просто окна в окна, а в квартирах внутри кольца вообще кроме дома ничего нет. И это сейчас вон сколько зелени наросло с 70-х годов. А тогда при строительстве все выглядело несколько менее презентабельно. С воздуха, да, сразу круто, но люди-то не птицы. И у тех, у кого окна выходили внутрь двора, в окна был только этот самый дом. И все. И если не задернуть окна, то весь как в аквариуме. Это уже не двор-колодец, а двор-стадион. Размеры, кстати, похожие. Говорят, если бы не подросшие за 40 лет деревья, то гул от прохожих, машин и детей в свое время здесь стоял вполне спортивный. Это про лето, а вот тот же вид зимой, в наше время. И этот же вид, и эта же форма колодцем, по словам жильцов, обеспечивает нормальную такую слышимость всего, что происходит во дворе. И эхо от этого всего, а уж если у кого сигнализация на машине ночью завоет. Арки, которых 6, для входа внутрь двора создают эффект сквозняка при определенном ветре. Огромное количество подъездов, 26. Вот в роликах про те же Кузьминки в комментариях многие отметили абсолютную однотипность кварталов пятиэтажек. Так то хоть дома разные. А тут это все вообще один и тот же дом, одинаковый. И подъезды по кругу. Короче, пока свой найдешь. Да еще зимой. А сейчас вот, например, темнеет в 4 и еще долго будет так темнеть. В общем, подъездов тут много, квартир, соответственно, тоже. Лифт один. Маленький, пассажирский, вот так.
Внешний вид дома – те же балконы. Так как люди не способны оценить грандиозность идей сверху, они ходят по земле. И видят они не круг этот, они видят в разнобой, как обычно, застекленные балконы. Но это, к сожалению, общая проблема всех домов тех лет, и вообще претензия не к самому дому, потому что сам дом планировался вообще-то вот таким. Вот он вообще без застекленных балконов, а вот современность. Как говорится, почувствуйте разницу. Тесные подъезды. Хотя, как и везде по Москве, сейчас их активно ремонтируют, но все как обычно. По какому-то причудливому выбору где-то нормальный цвет, а где-то опять в зеленое закатали. И еще интересное про подъезды. На 9-м последнем этаже вот такие коридоры. Это только на 9-м делалось для пожаробезопасности. Подразумевалось, что так удобнее эвакуироваться. Так соединен не весь дом, а подъезды по 2. Ниже все абсолютно стандартно для этой серии. Ну и сам тот факт, что дом панельный. Хоть именно эта серия и считается улучшенной, потому что в ней несколько другие внешние межпанельные швы, но все равно это панель с 16-сантиметровыми стенами, но все равно панель. В панельках и так все жалуются на звукоизоляцию, а тут еще все эти допуски с дополнительными поворотами этими на 6 градусов. В общем, это добавляет и слышимости, и лишних швов. И, конечно же, у дома, как и у любого другого, есть куча достоинств, плюсов. В первую очередь, это сам конструктив. Внешний вид, необычность. Ну, вообще даже с земли необычно, а особенно круто дом выглядел в 70-х, когда ничего подобного не строили. И так как дома располагаются еще рядом с Мосфильмом, то в них снимали кино, само собой. Потому что еще же необычность. Вот, например, эти титры фильма «Москва слезам не верит» как раз во дворе дома сняты внутри. Несмотря на кучу недостатков дома, даже спустя полвека исследователи архитектуры называют его опередившим свое время и проводят параллели с современной штаб-квартирой компании Apple в Калифорнии. Да, с такой же точно формой и с такими же точно идеями соединять, стирать границы. Еще один плюс следует из конструктива же. Возможность для перепланировки. Это не значит, что можно все брать и сносить, но тем не менее. Внешние панели довольно толстые для домов того периода, 30 сантиметров. Ну, тут плюс это или минус решать каждому, но стены в квартире не параллельны. Это и понятно, расхождение небольшое, но есть. Особенно это заметно было в советское время, когда вдоль всей одной стены стояла стенка, а вдоль всей второй висел ковер, и они были не параллельны. Квартиры небольшие, но довольно удачной планировки. Планировки тут отличаются. У квартир, выходящих на разные стороны дома, есть и совсем маленькие квартиры, есть побольше, но в среднем. Однокомнатная. Может быть с вот так расположенным входом, потому что рядом с лифтом, и вот с таким входом. Соответственно, метраж и конфигурация будут немного различаться, и кухня тоже будет немного различаться. Двухкомнатная квартира. Редкость для домов того времени – комнаты изолированные. Кухня все равно небольшая, но комнаты отдельные, плюс есть 2 довольно больших шкафа, вернее места под них. Трехкомнатная квартира уже интереснее хотя бы тем, что она с 2 балконами, потому что выходит тоже на 2 стороны. Кухня все равно маленькая, сами комнаты такого среднего размера, зато они все изолированы и есть места под шкаф в коридоре и довольно приличного размера эти самые места, так же как в двушке. А еще есть интересные, мало, но есть 4-комнатные квартиры, в которых, чтобы сделать все комнаты изолированными, вот тут добавили стену, уменьшив, но зато изолировав одну из комнат. Получился вот такой вход в ответвление коридора через толстенную несущую стену. И рядом место под шкаф, или вообще под гардеробную. Ну и кухня тут чуть побольше. Хотя, конечно же, санузел на 4 один. Вот такие они, необычные круглые дома в Москве. Если у вас есть что добавить, обязательно пишите это в комментариях и смотрите про другие серии домов в остальных роликах на канале «Про Вокруг».